Девы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на июнь 2023 года. Мы с вами просмотрим и проанализируем цепочку предстоящих событий, посмотрим, какие сферы жизни будут наиболее важные, значимые, актуальные и на что следует обратить внимание. Приступаем, поэтому настраивайтесь. Я знаю, некоторые даже записывают себе, конспектируют в блокноты какие-то нюансы, поэтому если у вас есть какой-то план на этот месяц, почему бы и нет. Можете себе уже сразу что-то прописать в ваш ежедневник. Итак, девы, общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Давайте просмотрим, что у вас здесь будет по факту. Общая энергия месяца. У вас здесь ложится шестерка мечей. Ну, она же шестерка кристаллов. Карта движения вперед. Это новые возможности, это новые перспективы, это плыть к новым горизонтам. Да, действительно, для кого-то это будут поездки, путешествия, отпуск, возможно, переезд, плановые командировки или просто незапланированные поездки. Но это для вас развитие, это новые грани, это новые возможности. Даже если это, как говорится, уикенд выходного дня, вы поехали в соседний населенный пункт и хорошо провели время, узнали какие-то там, не знаю, новые наследие, культуру, какие-то традиции. То есть для вас это будет идти со знаком плюс. Эта карта еще указывает и делает акцент на вопросах, связанных с транспортным средством. Будь то покупка, продажа, обслуживание автомобиля плановое. То есть вы можете быть сконцентрированы на этих задачах в течение июня. Чтобы мы с вами, скажем так, широко не расписывали событийный ряд, посмотрим наиболее точечно, да, в какой же нише для вас это будет отыгрываться. И здесь у нас ложится аркан Иерофант. Итак, для кого-то это будут поездки на учебу, на курсы, на мастер-классы, на бизнес-тренинги, семинары. Как вы можете обучаться, так и, возможно, преподавать или судействовать в каких-то таких чемпионатах, мастер-классах и прочее. Опять же, кто-то здесь может обучать дистанционно или обучаться, то есть выбрать себе вуз, учиться дистанционно. И еще эти карты предполагают действительно как поездку на отдых, на восстановление, особенно если это санаторно-курортное лечение, поиск врача, эксперта, специалиста. И в единичных моментах и случаях, ну, возможно, если вы к этому созрели, к этому пришли, или к этому располагает ситуация, то есть вы можете углубиться в новые знания, изучение новой культуры, новой религии и, возможно, принятие иной веры. Но это для многих будет зависеть и от вопросов личной жизни. Ну и, допустим, вы переезжаете совершенно в иную страну, и вам по ряду причин, чтобы оказаться, знаете, как быть своим среди чужих, возможно, нужно будет адаптироваться, подстраиваться под ситуацию. Если мы будем смотреть и анализировать вопросы карьеры, бизнеса, у вас здесь ложится король звезд, или он же король пентаклей. То есть карта стабильности, карта перспектив, увеличение дохода. Это для вас может быть и вопрос карьерного роста, и протекция, помощь, поддержка со стороны мужчины земной стихии, телец, дева или козерог, или, в принципе, как показывают арканы, человек, который уже состоялся, то есть занимает какой-то высокий пост, может действительно оказывать вам поддержку, лоббировать ваши интересы и в чем-то продвигать, возможно, ваши проекты. Будем смотреть, опять же, для каждого из вас, потому что все вы абсолютно разные. Для тех, кто у нас не работает, ну, по ряду причин не может работать, будь то студенты, пенсионеры, домохозяйки, мамы в декрете. Десятка звезд, она же десятка пентаклей, указывает на ситуацию быть на попечении членов семьи, получать какую-то помощь, дотации от близких, от ваших родственников. Ощущайте себя здесь комфортно, здесь все прекрасно, нет каких-то таких перипетий или сложных ситуаций. Но, тем не менее, кого-то этот момент может смущать. Ну что, по сути, вы как обуза для своих близких. Если вы у нас соискатель, то король звезд и тройка звезд говорят о действительно плодотворном периоде, потому что здесь трудоустройство, это быть на хороших позициях, на хорошем счету, и действительно очень такая достойная вакансия с хорошей заработной платой. Если же вы у нас наемный сотрудник,
то король пентаклей и повешенный говорят здесь просто о индексации заработной платы, то есть о каком-то системном повышении плановом, допустим, у кого-то это ежегодично, у кого-то за счет стажа. То есть здесь каких-то знаковых кардинальных перемен я не вижу, просто, да, действительно незначительное повышение вашего оклада. Если же у вас свой собственный бизнес, то король звезд и король жезлов – это новое партнерство, это новое плодотворное взаимодействие, которое приведет к увеличению дохода. То есть вы будете здесь перенимать чей-то опыт, гласно и негласно, то есть обучаться, перенимать чьи-то идеи и реализовывать это на практике. Финансовая сторона вопроса. Звезда. Ну, тут, мне кажется, добавлять нечего. По звезде это однозначно финансы. Это хорошая прибыль, это хороший проект, это долгосрочные перспективы. Сейчас объясню. То есть сейчас вы закладываете фундамент ваших будущих свершений. Можете во что-то инвестировать, открыть новый проект или получить должность в течение этого месяца. То есть да, вы, возможно, еще пока не видите, скажем, в материальном аспекте этой прибыли, но, например, в июле месяце уже будете, скажем так, видеть первые результаты. Но звезда – это всегда возможность, это шанс, это ресурс. Для кого-то, если у вас свой бизнес, либо вы независимый предприниматель, это может быть вложение с вашей стороны в рекламу, в пиар, в маркетинг, которое однозначно окупится. То есть и вы получаете и известность, медийность, и увеличение доходов ваших заработков. Поэтому здесь все замечательно. Здоровье. Падает аркан Дурак. По дураку. С одной стороны, это легкость, это обновление, это могут быть вопросы детоксикации, омоложения, либо процедуры, связанные с вопросами омоложения, восстановления. То есть, знаете, как заново запустить свой организм. Для девушек, для женщин детородного возраста, те, кто планировал, действительно может идти ситуация зачатия и деторождения. Во всех остальных случаях, если, скажем так, вы не идете на отдых, не лечитесь, не восстанавливаетесь, и детей здесь не планируете, вот будьте здесь бдительны, потому что очень часто по дураку это легкомысленное отношение к своему состоянию здоровья. То есть что-то где-то закололо, заболело, вы к этому отнеслись легкомысленно, тем самым усугубили ситуацию. Ну, например, ходили в бассейн или прилетели с отдыха, болит ухо, покалывает, постреливает, вы из серии «я прогрею, само пройдет» или чем-то покапаю, по итогу на это дело забиваете, и это может перейти в сложную форму отита. Ну, то есть здесь, пожалуйста, вот, во-первых, не переохлаждаться, не переостужаться и, как следствие, внимательными быть к своему состоянию. Вопросы личной жизни. Шестерка жезлов, карта победы, достижения, достатка, триумфа, перехода на новый социальный уровень, новые возможности. Вы знаете, что это карта брака, это карта венчания или для кого-то обретение партнерства, примирения. Будем смотреть, что же здесь у вас. Для тех, кто у нас свободен, падает двойка звезд, двойка пентаклей. Здесь даже появится возможность. Это такая позиция, то никого, то все сразу. Вы даже можете выбирать, с кем общаться, с кем развивать общение и отношения в целом. Поэтому незамеченными 100% здесь не останетесь. Особенно если это касается знакомств дистанционного плана, которые в интернете, и, допустим, знакомства в поездке или на отдыхе. Если вы у нас в любовных треугольниках, императрица. Ну, что могу здесь сказать? Здесь, если вы мечтали, думали об этом и хотели предложение руки и сердца или создание семьи, или вы ждали ответа от своей партнерши, то да, действительно, здесь может идти создание новой ячейки общества. Для тех, кто, допустим, у нас женат или замужем, то вот открываю для вас колоду, здесь четверка пентаклей. Здесь наоборот будет ситуация, когда вы хотите сохранить свой статус, сохранить семью, и как следствие вы можете здесь отсекать какие-то связи на стороне с целью сохранения семьи. У кого-то даже, допустим, если вы жили в гражданском браке, может быть роспись. Или если вы были расписаны, может быть желание, тяга обвенчаться, то есть каким-то образом связать себя еще крепче узами брака. Для тех, кто у нас в стабильных союзах, давайте проверять, что же у вас здесь будет. Шестерка жезлов и жрица.
Это, знаете, как опираясь на свою интуицию, на свое внутреннее «я», на какие-то вещи сны, информацию, подсказки, это сделать свою жизнь более комфортной. Сейчас объясню. Прочувствовать, что, допустим, вам семейно нужно переехать, то есть расширение жилплощади, улучшение качества жизни, или менять локацию, переезжать там в другой город, в другую страну, то есть улучшить качество вашей жизни, потому что по шестерке жезлов это победа, это достижение. Сейчас дотягиваю карту, здесь ложится тройка мечей и дно колоды мир. Единственный момент, что если рассматривать для вас ситуацию, то здесь может для вас появиться какой-то поклонник или поклонница, которые, да, безусловно, поднимут вашу самооценку, но тем не менее, это такая точка преткновения. Вы этого ухажера или эту поклонницу будете держать дистанционно, да, вам, безусловно, это будет льстить, но вместе с тем может быть угрозой вашему союзу. Поэтому задумайтесь, нужно ли вам это. Если смотреть рекомендацию, у вас на рекомендацию падает аркан Император. Так, для мужчин и для женщин. Эта карта может характеризовать человека. То есть для кого-то отца, брата, руководителя, наставника, хорошего друга. Для женщин супруга, которому стоит прислушаться, обратиться за советом, за помощью, за протекцией. Потому что человек дает вам стабильность, дает точку опоры, дает контроль. Во всех остальных случаях, и для женщин, и для мужчин, у тех, кто состоит в семейных взаимоотношениях, это акцент на стабильность и на сохранение того, что вы имеете. Император, четвертый аркан, стабильность, структура, то есть нерушимая единица. То есть, иными словами, рекомендация не разрушать то, что вы имеете, иначе можете об этом сожалеть. По этим арканам... Для женщин ситуации, конечно, у всех бывают разные. И если по каким-то причинам у вас, как говорится, уже тикают, жмут биологические часы, вы очень хотите ребенка, то здесь либо искать человека, который вам поможет с этой реализацией материнства, либо обращаться в специальные структуры, где вы можете найти себе донора. Потому что по императору это как символ отцовства. То есть стать матерью, стать отцом, продолжать род. И вообще император – это ситуация стабильности, контроля в вашей жизни. То есть это призыв от карт. Поступайте так, чтобы дать себе, своим близким, своему окружению, вашим родственникам, вашей семье стабильность, контроль, зону комфорта. Потому что по императору это еще ощущать себя в безопасности. Смотрим с вами на неожиданность этого периода. Что у вас здесь может быть? Дом. Так, рыбы. И у вас здесь падает письмо. Слушайте, у вас такие прекрасные карты, сейчас объясню. И дно колоды у вас тучи рассеиваются. Вот то, что из-за чего вы очень сильно переживали, ситуация однозначно решится. С чем связан этот вопрос? Дом, рыбы, письмо. Если у вас на повестке дня стоял вопрос купли-продажи недвижимости, сделка состоится, или вы найдете объект, или вы найдете ресурсы, если вам не хватало, допустим, кредитоваться или ипотеку, приобрести себе эту недвижимость, или ресурсы на обустройство недвижимости, будь то ремонт, смена интерьера, там какие-то там декоры, еще прочие нюансы. Опять же, вопросы аренды. Если вы арендуете жилье, неважно, жилое это или коммерческое помещение, найдутся деньги, найдутся партнеры, арендодатели, которые вам, допустим, предложат интересный объект. То есть здесь ключевым аспектом является решение вопросов по недвижимости. Или если у вас были спорные моменты с соседями, не могли что-то поделить, или там потеряны были бумаги, и вам нужно что-то восстанавливать в БТИ, там и техпаспорт и прочие нюансы. То есть все эти моменты, они решаются. Опять же, если там на вас навесили какие-то огроменные долги, то это может быть как перерасчет всех этих моментов и услуг ЖКХ в соответствующих обслуживающих компаниях, да, решение этих вопросов. То есть карты для вас здесь говорят в позитивном аспекте. Траты на жилье, траты на дом, или если вы хотите там гостиничный, ресторанный бизнес, планировали об этом, думали, то все получится. Найдутся ресурсы, найдутся возможности, люди, которые, знаете, как в партнерстве с вами могут что-то открывать. Поэтому очень для вас благоприятный период. Могу сказать, вот
из того, что просмотрела на сегодня по знакам зодиака, у вас, наверное, пока что, во всяком случае, один из лучших прогнозов. Поэтому, девы, не упускайте эту возможность, этот шанс, эту перспективу свыше. Тем более, если вам Вселенная помогает, то хватайтесь за эти шансы. Ну а я вас благодарю за внимание, за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.